Всем привет! Звук на этом видео не очень, поэтому я записываю сверху. Я говорю о том, что мы сейчас едем с моей подругой Вероникой в Сицилию, и если вы смотрите это, значит вы видите мой первый влог. Итак, мы едем в Катанию и в Таормину, поэтому если вы хотите посмотреть, что же можно там увидеть, то welcome на это видео. Поездка на метро в Катанию стоит 1 евро, и вот так вот выглядит временный билетик. И такое метро. Un profilo mío. Sí, aquí está bien, muy bien. Así, así. Muchas gracias. Наше арендованное жилье в Катании. Мы арендовали небольшой апартамент, цену вы можете видеть на экране. Достаточно неплохой. Самое классное здесь вот такой большой балкон с панорамным видом на Катанию. И вы можете увидеть как раз таки какого состояния, как выглядит здание вообще сами по себе. Катания расположена у подножья действующего вулкана Этна, одного из самых активных в Европе. Многие здания и мощеные улицы построены из лавового камня, как и этот амфитеатр. Амфитеатр в Катании – это руины древнеримского сооружения II века нашей эры. Он был одним из крупнейших в Римской империи, вмещая до 15 тысяч зрителей, и использовался для гладиаторских боев, но со временем был разрушен землетрясениями и лавой. Вход 4 евро. Мы сейчас едем на вулкан Этна, сильно опаздываем. Надеюсь, мы успеем и нас заберут. Исторический центр Катании, что вы видите прямо сейчас, включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Если честно, город весьма грязный, и задерживаться в Катании я бы не рекомендовала. Мы долго с Вероникой думали, ехать ли нам на экскурсию на вулкан Этна, и все-таки решили поехать. Как можете заметить, мы не опоздали и уже едем на вулкан. По дороге мы познакомились с девушкой из Испании, ее зовут Ноа, и всю дорогу мы проболтали. Такая экскурсия нам обошлась в 50 евро с человека. В нее входит трансфер туда-обратно, 2 англоязычных гида и также экипировка. Весьма необычным и новым для меня было то, что в группе были люди из абсолютно разных стран, и всех нас объединял английский язык, который каждый знал на своем уровне. Кстати, на такую экскурсию, какая бы ни была погода, я советую вам взять шапку, потому что ветер там просто завывающий. В экипировку входит куртка, ботинки и также специальные палки. Вулкан Этна находится в восточной части Сицилии. Это самый высокий действующий вулкан Европы. Его высота около 3350 метров, а извержение происходит почти каждый год. Понятное дело, что нас привезли в такую safe zone для гуляний, где можно увидеть кратеры, лавовые поля. Хотя лаву мы прямо не увидели, только засохшую. Пейзаж здесь напоминает марсианскую поверхность. Скалы странной формы, черные лавовые потоки и необычная дымка. По легенде, именно здесь кузнец богов Гефест ковал молнии Зевса. Коленочком закопаюсь. На хайкинге наша экскурсия не закончилась. Потом нас повезли в пещеру, которую создала как раз-таки лава. Если честно, было много шума и мало в итоге. На нас всех надели специальные каски, убедились, что они хорошо на нас сидят. Мы проходили через непонятные кусты в эту пещеру. В итоге зашли в пещеру, посмотрели просто на какую-то дырку, которую вы видите впереди чуть дальше, и все, на этом все закончилось. Мне экскурсия, честно, очень понравилась, но мне кажется, что ее себестоимость где-то 35 евро, не 50. А сейчас мы отправляемся на поезде из Катании в Таормину. Вот так выглядит билет, стоит 5,50. Максимально жарко, максимально душно, вообще очень сложно, и по лицу видно, что тяжело.
Таармине. Кстати, на этом вокзале снималась одна из сцен третьей части «Крестного отца». Чтобы добраться до самого города, нужно еще сесть на автобус и подняться по серпантину. Обзор жилья в Таармине. Только один вопрос, как спуститься на пляж с этой горы? В Таармине мы сняли тоже квартиру на 4 ночи, и могу сказать, что Таармин сам по себе курорт не дешевый, поэтому цена немножко кусается. Квартира супер гуд, нам абсолютно все нравится. Но самое классное — это вид из балкона, и вид у нас вот такой. О, ну классно. И в Таармине у нас вид на материковую Италию. Представьте себе, как близко. Наконец-то я иду на пляж. Сначала без Вероники, потому что Вероника хочет еще походить по всяким магазинчикам, но я не могу. Я уже не могу, поэтому я иду на пляж. Чтобы вы понимали, я вот так вот должна идти по дороге. Вода очень чистая. Единственное, что очень много народу, и с такими камнями немножко сложно передвигаться. Чтобы попасть на пляж, нужно спуститься по серпантину. Дорога занимает примерно 30-40 минут. Можно воспользоваться автобусом, который не часто ходит, либо воспользоваться фуникулером. Таармина – это известный курортный город, который называют «жемчужиной Сицилии». Здесь находится знаменитый античный театр, из которого открывается фантастическая панорама на побережье и Этну. Узкие улочки, бутики и цветущие деревья. Так я опишу коротко Таармину. Могу сказать, что большинство туристов – семьи и пары. В один из дней мы решили опробовать другой пляж, и если я правильно произношу, он называется Мацарра. Если вы не готовы арендовать лежак и зонтик, то места вам будет мало. Нам больше понравился пляж Изола Белла.
По всей этой Армении мы встречали символ с 3 ногами. Это трискели или герб Сицилии. Голова изображает медузу Горгону, а 3 ноги символизируют форму острова, который напоминает треугольник. По легенде, именно в Сицилии Персей отрубил голову медузе Горгоне, используя отражение в щите, чтобы не быть обращенным в камень. Вот такие завтраки. Кофе. И вид. Предпоследний день мы пошли в античный театр Таормины. Он был построен еще в III веке до нашей эры древними греками, а позже перестроен римлянами. Представляете, сколько историй здесь прошло? Когда-то здесь проходили драматические представления, а во время Рима даже гладиаторские бои. Большая часть театра не построена, а вырезана прямо в скале. Поэтому он так хорошо сохранился и идеально вписывается в ландшафт. Расположили его так не случайно. Древние архитекторы специально сделали так, чтобы зрители видели море и Этну. Здесь природа была частью спектакля. Самое невероятное – это вид. С одной стороны сцена, а за ней не просто декорации, а вулкан Этна. Это, наверное, один из самых красивых театров в мире. И самое удивительное, он до сих пор работает. Здесь проходят концерты и фестивали, и можно сидеть на древних ступенях и смотреть представления так же, как это делали люди больше 2000 лет назад. Во второй половине дня мы отправились на морскую экскурсию. Такой круиз стоил 15 евро с человека. Экскурсия была на английском. Нас завозили в небольшие гроты, показывали скалы и рассказывали про дорогие отели, расположенные прямо на обрывах. Говорят, что там отдыхают селебрити вроде Шакиры, Бейонс, Дженнифер Лопес. Честно, я уже не помню, кто где жил. В тот момент я просто наслаждалась видами и этой невероятно кристально чистой водой. Полный эпик фейл через 3, 2, 1. И в наш крайний вечер в Таормине мы отметили день рождения Вероники.